Рабочий день шел к концу, когда в коридоре средней школы на окраине города раздались глухие шаги и приглушенные голоса. Группа старшеклассников, известных своими выходками, собралась у спортзала. Во главе стоял Тревис, самоуверенный, дерзкий, привыкший чувствовать власть там, где взрослые отводили взгляд. За ним еще трое: Джейк, Коул и Райан, каждый из которых считал себя неприкасаемым. Их новой целью стал учитель истории Майкл, спокойный, уравновешенный мужчина лет 50, которого они воспринимали как легкую добычу. Они выждали момент, когда в коридоре никого не было, и подошли к нему с явным намерением унизить, возможно, спровоцировать. Все произошло быстро: словесная провокация, попытка запугивания, первый толчок. Но то, что случилось дальше, полностью разрушило их уверенность. Майкл не растерялся. Он не повысил голос, не дрогнул, не сделал ни одного удара. Вместо этого, с точным, оточенным движением, он перехватил руку Тревиса, скрутил ее за спину и, удерживая равновесие, схватил его за ухо. Остальные отступили в молчаливом шоке. Не нанося ни одного лишнего движения, Майкл повел лидера группы к кабинету директора. Ни крика, ни сцены, только холодная тишина коридора и громкое биение чужих сердец. Мало кто знал, кем был Майкл в прошлом. В молодости он выступал на профессиональном ринге, носил перчатки с уважением и держался на ногах, как человек, закаленный борьбой. Его имя мелькало в спортивных журналах. Но он ушел из спорта рано: травма и собственный выбор увести свою жизнь в сторону образования и мира. Он мог бы легко справиться с каждым из них, но понимал, стоит ему поддаться инстинкту, и он потеряет все: работу, репутацию, свободу. Потому он выбрал силу другого рода, дисциплину. После инцидента родителей всех участников вызвали в школу. Комиссия рассматривала записи с камер наблюдения, слушала объяснения. Через неделю 3 из 4 были исключены, всех поставили на учет к школьному психиатру. История быстро облетела школу, и то, что раньше казалось легендой, стало подтвержденным фактом. С тех пор Майкла больше никто не пытался провоцировать. Уважение пришло не через страх, а через осознание внутренней силы, той, что способна сдержать удар, когда есть возможность нанести его. Теперь даже самые буйные ученики замолкали при его появлении, а учителя начали обращаться к нему не просто как к коллеге, а как к человеку, способному выдержать шторм и пройти сквозь него с достоинством. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.